Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Good Vintage. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. В этот раз достался мне вот такой мешочек, небольшой и такой хлюпенький. Думаю, что украшений здесь не так много. Привлек меня он несколькими такими предметами, явно вы тоже их видите. Конечно, это жемчуг, не знаю, насколько это натуральный или нет, но уж очень похож на натуральный. Вижу, что тут и ерунды много, ну, как всегда, собственно говоря. И выбора особого в этот раз не было. Несколько мешков были поменьше, побольше, но там было мусора много, так что взяла максимально, так сказать, привлекательный пакетик. Сегодня будем его с вами разбирать. Перед тем, как разобрать этот пакет, хочу показать вам вот такие шкатулки. Сегодняшнее видео украшают вот такие малышки. Немножко покажу те украшения, которые в этих шкатулочках хранятся. Вот такая шкатулка. Так, где моя лупа? Здесь была маркировка, но ее, как видите, от нее ничего не осталось. От маркировки ничего не осталось. Ну, в общем-то, и не важно, да. Главное, что вот такая крышка интересная, очень красивая. В этой шкатулке у меня хранятся украшения. Сейчас достану, покажу. Это серьги. Ну, собрала я это как комплект. На самом деле это не комплект. Вот сама вернусь опять к этой шкатулке, мои дорогие. Она такая, как прозрачная, очень напоминает китайский костяной фарфор. И она такая прям как светящаяся. В общем, ладно, давайте приступим. Вот такое колье. Это колье от Мане. Такая характерная застежка. Ну, тоже у этого колье интересная история. Когда я это колье нашла, на самом деле все вот эти вставки были одного цвета. На самом деле вот эта вот вставочка тоже была зеленоватого оттенка. Но когда я начала мыть это колье, вот просто прям пленкой эмаль сошла с этой бусины. И обнаружилось, что она состоит из очень красивого оттенка стекла. Это стекло. И, в общем-то, так я его и оставила. Мне кажется, так выглядит намного даже интереснее. Что-то я про это колье забыла. И не выгуливала его давно. Стоит к нему вернуться и не убирать так далеко уж. И вот эти серьги мне очень нравятся. Удобная застежка. Люблю я такую застежку, она комфортна, на ушах хорошо держится. Здесь, по-моему, нет маркировки, но очень красивый кристалл, такой как будто бы прозрачной воды, как в ручье вода прозрачная, и в стиле безел закреплен сам этот кристалл. Ну, в общем, как комплект в этой шкатулке у меня эти украшения живут. Пусть, ой, здесь что-то упало. Пусть и дальше живут. Ну, раз эта шкатулочка привлекла свое внимание, это вот такая мелкая шкатулка на ножках. Тоже маркировки нет. Здесь я вижу, что это ручная роспись. Тоже спрашивали меня, как отличить ручную роспись от деколи с дорисовкой. Если при близком рассмотрении видны как бы точечки пиксели, то это деколь. Ну, велика вероятность, что там есть и какая-то дорисовка, то есть вот такие черные мазки какие-то, полосочки. А здесь, видите, пиксели не видно и вручную разрисовано. Не знаю, как эти цветы называются. В этой шкатулке у меня тоже собраны украшения винтажные. Это такая подвеска. Очень красивый кристалл. Он переливается, сверкает не хуже бриллианта на тонкой цепочке. И здесь же у меня вот такие малютки-брошечки. Это брошки. На самом деле размера как
Ну, такие некрупные даже серьги. Ну, тоже очень красивые кристаллы. И как комплект я здесь в этой шкатулочке держу эти украшения. Такие малышки. Ну, как правило, на лацканы воротничков, на уголки воротничков прикреплять можно вот такие мелкие брошечки. Можно как асимметрию, можно вместе их как-то собрать. В общем, вот такое нечто в этой шкатулке останется. Также у меня здесь жить. И следующая шкатулочка. Кобальт. Красивая. Тоже маркировка не сохранилась. Здесь вот такая вещица. Тоже, по-моему, что-то 1986 год. Видите, надпись. Ну, винтажный возраст имеет. Как показать вам, чтобы видно? Вот так. 86 год. И здесь находится колье, по-моему, да? Здесь маркировка. Black. Что-то. Не знаю, что обозначает эта маркировка. Если кто-то знает, напишите. И колье такое нежное, интересное. Очень интересные бусины собраны. Вот и жемчужные. В общем, расправлять не буду это колье. Такие жемчужные бусины. И вот такие с кристалликами очень красивые. Сверкают бусины. И это стекло. Такое интересное колье. Так, ну и нас же ждет мешочек. Давайте приступим к разбору сегодняшней находки. Хочется найти клад, конечно. Хочется найти что-то интересное, стоящее. И всегда процесс поиска клада — это азарт, предвкушение чего-то. В общем-то, ну, скажу честно, если какой-то мешок стоящий я нахожу, мне прям хочется быстрее его открыть, посмотреть, что там. Но здесь вот я как-то... Нет у меня такого энтузиазма, что ли. Вижу, что тут ничего, наверное, такого интересного нет. Ну, в общем-то, по-разному, кстати, бывает. Бывает, что вроде как большие надежды возлагаешь, и по итогу ничего не получается. А бывает все совсем наоборот. В общем, высыпаю все вот так. В сторону убираю все вот так. Вижу то, что у меня уже есть. Вот и с этого начну. Давайте. Часто вот такие нитки бус попадаются. Шелковые. В разных оттенках. И точно такие у меня, кстати, есть. Ну, чтобы сейчас, как говорится, не быть голословной. И некоторые могут сказать, что вы одно и то же показываете. Сейчас я вам покажу такое же. Вот у меня есть еще вот такие. В принципе, это то же самое. Две нитки. У меня есть черная, вернее, бело-голубые бусы. Тоже сейчас сходу не нашла. И вот несколько вот таких. Я даже не знаю, как их использовать. Хотя вот так вот интересно смотрится. Когда их много, они хорошо смотрятся. Классический цвет. И вот такой шелк. Такое себе, в общем. Давайте идем дальше. Мешочек. Здесь вижу отдельные бусины. У меня уже столько этих жемчужных бусин. А здесь я вижу даже бусины вот на пинах. Такое ощущение, что здесь где-то на чем-то они были подвешены. Видите, и их таких вот тут много. Может быть, какое-то колье стоит из них собрать. В общем, как-то так. Следующая нитка, жемчуг. И это стекло или натуральный жемчуг. Ну, похож на натуральный жемчуг, кстати. Сказать. Застежка с закруткой. Похожа на родную. И тоже, вернее, когда показываю украшение жемчуга,
мои дорогие зрители постоянно мне предлагают проверить жемчуг на натуральность, на зуб, поскрипеть, постучать. В общем, как-то так. Ну, украшения не мытые, так что я не буду сейчас, конечно, никак их проверять. Но а ниточка такая приятная. Стеклянные, тяжеленькие. Такая интересная нитка. Так, следующее, что? Это тоже какая-то деталь или браслет. Ну нет, для браслета слишком мала вещица, а для чего-то другого. В общем, ну, это пластик. Так, следующая нитка. Вот эта ниточка мне очень нравится. И она отличается. Так, минуточку. Во-первых, замочек такой интересный у нее. Кстати, вот подобные замки встречались в 70-х годах. Помню, у меня у мамы были бусы именно вот с такой застежкой. Ну, думаю, что все равно это винтажный возраст ниточка имеет, так что, ой, как через камеру не видно. Ну и застегивается она так интересно, да? Фиксируется, в общем, потерять практически невозможно. Такая застежка. И оттенок жемчужин розовый. Вот сейчас я вам при близком рассмотрении покажу. Кстати, ну, у меня жемчуга много. Коллекция жемчужных украшений большая. Я вам показывала часть коллекции. И жемчуг разного цвета. И здесь вот посмотрите, очень красивый такой, как цвет шампанского с желтоватым, да, оттенком, с бежевым даже. И здесь вот такой розоватый жемчуг. Но розовый жемчуг просто шикарно выглядит. Мне кажется, вот эта вот ниточка натуральная, а это, мне кажется, стекло. В общем, как-то так. Разбираться тоже с этим всем нужно. Следующая такая цепочка. Вот, кстати, тоже у меня похожие и коллекция цепей у меня есть, тоже я вам показывала, и вот такие цепочки с алмазной обработкой, так их называли раньше. Но вот эта вот цепочка очень странного размера, честно говоря. Очень такой странный размер. Мне кажется, на шейку она очень мала. Для браслета она велика. И мне кажется, что это цепочка для часов, возможно, да. Для каких-то, может быть, предметов, может быть, для ключей. Так, и по поводу маркировки. Здесь, по-моему, не вижу. Не видно никакой маркировки. Ничего не написано. В общем, как-то так. Вот такая обычная цепочка. Ну и следующий пакетик. Так, здесь у меня что осталось? Вот еще осталось немножко. Здесь вижу серьги сразу какие-то. Так, здесь сейчас минуточку. Серьги. Имитация барочного жемчуга. Но это... Нет, по-моему, стеклянный, но то, что как бы сам вот этот вот рисунок, мне кажется, он вручную выполнен, хотя могу ошибаться. Но, скажем, на то, что это не что-то дорогое, наталкивает именно сама вот эта вот дешевая швенза. Честно говоря, если, может быть, поменять швензы, пины, поменять сами бусины в отличном состоянии, и серьги, на самом деле, такие интересные, да, как в стиле барочного жемчуга. У меня есть украшения, сейчас минутку покажу я вам. Чтобы вам было понятно, как отличить. Так, Сережа пришел. Вот это натуральный барочный жемчуг. Не мешай нам, пожалуйста. Да, вот как он выглядит. Ну, чтобы в сравнении могли определиться. Смотрите, здесь вот натуральный барочный жемчуг. А здесь вот все-таки искусственный. Но вот эти вот серьги из розового жемчуга. Здесь вся серебряная фурнитура, хотя форма швенц такая же. Барочный жемчуг, видите, неправильной формы. Вот так вот. А здесь все-таки форма такая прям завершенная, круглая. В общем, вот так вот. А еще по поводу барочного жемчуга, сейчас покажу я вам бусы. Вот такие крупные. Мне кажется, даже они по цвету подходят. Но опять-таки, видите, неправильная форма.
есть вот такие особенности, все бусины разные. И здесь фурнитура, видите, серебряная, 925 проба. Такая застежка. Так, сейчас, минуточку. Так, застегивается. Ну, кстати, вот эти серьги можно, они по оттенку хорошо совпадают, можно как бы комбинировать с этими бусами. Ну, надо поменять обязательно швенцу. Здесь уж она очень уж страшная какая-то. В общем, вот такое. Так, ну и последний мешок остался у нас. Мешок, громко сказано, вот такой маленький мешочек. А здесь пустой. Такой маленький мешочек. Когда-то стоил $50. И что здесь? Здесь колье вижу, и винтажное колье, и похоже на кора, но маркировки нет. Здесь немножко сход покрытия. Так, и все ли кристаллики на месте? Вижу, что все кристаллики на месте. Отличное колье, кстати. В хорошем состоянии. Ну, как шедевр. В общем, по итогу, мои дорогие, что хочу сказать. Довольна я, вот это колье мне понравилось, конечно. Понравились жемчужные бусы. Ну и, собственно говоря, все, да. В общем, не зря, так сказать, я не ожидала ничего такого интересного в этот раз. Но, как говорится, раз на раз не приходится. Напишите, пожалуйста, свои впечатления. Расстроились ли вы вместе со мной? Ну, я думаю, что вы по голосу услышали, что я недовольна этим мешком. Ничего интересного сегодня не нашла. Ну, конечно, и так бывает. Будем продолжать искать, надеяться на лучшее. И, возможно, нам повезет в следующий раз. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.